Мы находимся в недрах гор Восточной Албании. Под нами километры заброшенных горизонтов. Говорят, когда режим Ходжи пал, эти шахты закрывали так спешно, что внутри оставили все. Внутри вот пластилин ощущается. Ну да, похоже на взрывчатку, действительно. Провода, Склад взрывчатки вполне себе рабочий. Мы только что нашли то, чего меньше всего ожидаешь встретить в заброшенном месте спустя 30 лет. Склад взрывчатых веществ, аммонал и детонаторы. И мы идем глубже туда, где шахту поглощает вода. И вот она, затопленная часть. Я сейчас туда отправлюсь пока один. Это был гигант по добыче железно-никелевой руды. Шахта открылась на рубеже 1960-1970-х годов при активной поддержке Китая. В эпоху социализма Албания входила в число мировых лидеров по добыче хрома и никеля. Приньяс был сердцем этой индустрии. Все рухнуло в начале 90-х. После падения коммунизма централизованная экономика развалилась. Инвестиции прекратились, и шахты были брошены практически в один день. Прямо у входа в шахту здесь импровизированная забутовка из камней. И дальше начинается откаточная штольня, по которой мы сейчас и пойдем вглубь горы. Этот рудник, как и горно-обогатительный комбинат, перестали работать, как обычно, в 90-х, а добывали здесь железосодержащие руды. Кстати, что приятно, шахта штольно сухая, несмотря на то, что как минимум последние полмесяца здесь идут, можно сказать, проливные дожди каждый день. Грунтовые воды сюда не особо проникают, есть небольшие подтеки, но в целом штолинка сухая. Как всегда, очень медитативное занятие, вот так вот постепенно уходить вглубь горы на сотни метров, на километры. Здесь небольшой штрек, отходящий в сторону от откаточной штольни. И здесь были какие-то технические помещения, сложенные из кирпича. Сейчас тут уже никаких табличек не осталось, поэтому понять, что здесь было, сложно. Но, вероятно, какие-то складские помещения. Мы пришли оттуда. Вот там вдалеке маленькая точечка света. Это как раз вход в штольню. И дальше штольня тянется вглубь горы. Вдоль откаточной штольни встречаются различные штреки. Сейчас я немножко прибавлю яркость фонаря. Возможно, на обратном пути туда зайдем посмотреть. вентиляционная, кажется. Ну да, тянет оттуда хорошо. А может, просто горизонт еще один. Теоретически, конечно, туда можно вскарабкаться. Мы отправились в выработку, которая как сбойка соединяет две штольни, через которую мы вошли, и параллельную ей. Остатки шпал. Естественно, здесь когда-то была узкоколейка, которую благополучно разобрали на металл. Кстати, там вон тоже свет с улицы. Тут как-то достаточно мокро, поэтому давай обратно вернемся. Тут вот канавка под водоотлив. И штрек, похоже, идет параллельно откаточному. Точнее, судя по тому, что там вдалеке можно видеть свет с улицы. Это даже не штрек, а тоже была штольня с выходом на улицу. Но, как говорит
напарник, что там, похоже, выход этот находится на чьем-то частном участке. Обвальчик. Вообще выглядит как либо водоспуск, либо еще одна инверсионная штольня. Выработки рудника, между тем, уходили вглубь на километры, увлекая нас все дальше и дальше от входа. Вот опять пошло. Появилась обделка на небольшом участке. Скорее всего, это связано с тем, что он достаточно обвалоопасный был, и решили забрать под обделку этот участок. Когда находишься внутри системы такой, как Приньяс, время начинает течь иначе. Километры пустых штреков, уходящих в полную темноту. Вон там, кстати, крепи какие-то, что ли. Ощущения времени теряются, а окружающие виды словно переносят нас в параллельную реальность. Воображение рисует настоящий подземный город, который когда-то пульсировал жизнью. В 80-х здесь работали сотни людей в несколько смен. Грохот вагонеток, крики рабочих, шум перфораторов. Сейчас все это сменилось на абсолютную тишину. И чем дальше мы заходим, тем отчетливее начинает ощущаться этот контраст между реальностью заброшенной шахты и воображаемыми картинами прошлого. О, вот это точно водоспуск. Да. Даже две штуки. Верхний горизонт служил для добычи, откуда руда по вертикальным рудоспускам, глубокие колодцы в полу, сбрасывалась на уровень откаточной штольни. Горизонт, на котором мы сейчас находимся, для транспортировки вагонетками или, как говорят шахтеры, выдачи на гора. Тут уже поинтереснее. Там вода, что ли? Похоже на то. Слушай, прикольно, как колодец сделано. Как-то не глубоко. Может, замыло грунтом? Может быть. Своеобразная штука. То есть бетонная плита, и здесь посередине какой-то проем. Пойдем вниз. Здесь тоже была узкоколейка, но и, как предполагалось, да, там вода внизу. Прямо хорошо так затоплено. То есть штрек явно уходил туда еще прилично ниже. Но, к сожалению, грунтовые воды сделали свое дело. А при спуске в этот штрек на стене мы прочли надпись «Похоже, что Салам Сталин». Но, во всяком случае, слово «Сталин» тут точно читается. Вот там камешек застрял. Дай бог успеть отскочить, если он решит обвалиться. И, конечно, глубину этого рудоспуска трудно сейчас определить. Мы нашли еще один рудоспуск, но на сей раз здесь представилась возможность подняться на верхний горизонт. Ух! Можно было бы сказать, что камера. Что тут выбирали породу, но, похоже, это просто обвал. А ты как думаешь? Да, он там есть. А, я посмотрел с той стороны. Да, прикольно. Наверх вроде куда-то еще. Ничего себе. Сейчас я туда до конца пройду, если там конец, конечно. Вот здесь можно удобнее подняться туда наверх. Так что если в ту сторону пойдем, я к тебе поднимусь. Да, тут тупик. Камера
А туда давай попробуем, сходим, куда этот наклонник ведет. Опа. Это вот тот левый. Где камень застрял. Да, глубина тут небольшая. А вот уже дырка видна. А смотри, тут как сделаны балки бетонные поперек. Типа как шпалы, чтобы усилить. Да, смотрится эпично. Не хочешь камушек кинуть? Конечно, традиционно шахтная Да, лопата. да, да. Давай другой еще. Может быть, нам повезет. Может быть, тот большой сбить хочешь? Да. Мы этого, правда, не увидим, но, возможно, услышим. Похоже, что нет. Ага, вот хорошо видно породу. Все? Я не понимаю, зачем оно нужно было тогда? А, видимо, пласт здесь залегал вверх, и они выбрали этот пласт, даже не поленились построить рудоспуск. А может быть, дальше должны были идти, еще туда вперед вырабатывать. Ладно. Мы вернулись обратно на нижний основной горизонт. И там нас ждала находка, которую ни мне, ни моим коллегам ни разу не доводилось встречать ранее. По основной откаточной штольне мы уперлись в заболоченный участок. И из-за того, что напарник в обычной обуви, мы решили обходить по параллельной штольне. Похоже, тут какой-то склад был. Это управляющий транспортным средством, то есть это типа машинист мотовоза. Ага. Вот тут вот написано. Адрес от чего-то там горы. Наверное, здесь написано листок входа, то есть я так понимаю, это то, что заполняет машинист. Когда ведет смену. Ну да. Процесс вербаля, да, это вот, типа, что происходит. Склады взрывчатки обычно отгораживают. А там была стенка. Да, стенка была, я видел. Слушай, здесь прям какие-то мягкие мешки. И вот тут как раз пованивает. Скорее, может быть, дерево сырое разлагается. Ну, запах не очень приятный. Да. Но тут явно какой-то склад был. Вот это. Да, Может, действительно взрывчатка какая-то. А что за мешки? Вон, иди посмотри. Какой-нибудь обманал. Ты хочешь сказать, что его здесь прямо бросили? Я не исключаю этого. О, подойди. Ну, Made in Albania. да. Ну смотри, очень даже похоже на запакованные На шашки. брикеты, да. Да. То есть здесь просто вообще бросили, когда оставили шахту, бросили всю эту взрывчатку. Молодцы. Что это такое? Ну, это явно выпиливали какую-то. Может, под факел, хрен его знает. Аккуратнее гвозди торчат. Да. Здесь все завалено этими мешками. Да. Но очень большой склад был. Секция 9. Внутри вот как пластилин ощущается. Ну да, похоже на взрывчатку, действительно. Сосиска такая. Она в любом случае тут уже все свои качества потеряла. Пожалуй, что так. Вот, смотри, а вот это детонаторы как раз
Куча. Ага. Как-то я прошел мимо. Ну да. Да, Провода, капсули, все. склад вот эти. взрывчатки вполне себе рабочий. Здоровенный был. Да. Да пустая. Ничего не написано. Ну, тут что-то написано было, но Ну там какие-то уже нечитаемо. непонятные что-то. Ну, в этом главном. Да, там обвал. Обвал. Или просто тупик. Слушай, ну пойдем в откаточную штольню, Давай. и я попробую в сапогах, что ли, пройти. Вообще у меня в машине заброды. Ага. Если есть желание, можно вернуться. Да тут ловить нечего. Да, это обвал, причем из-за него вода течет. То есть там дальше что-то было. Короче, возвращаемся к затопленному участку. Ага. Есть прикурить? И вот она, затопленная часть, которую, к сожалению, мой напарник сейчас не может пройти из-за несоответствующей обуви. Поэтому я сейчас туда отправлюсь пока один. Хотя бы немножко хочу посмотреть, как далеко идет эта штольня. Тут уже начинается такая хорошо засасывающая глина по краям. И с учетом того, что я не в забродах на сей раз, а в сапогах, тоже не хотелось бы залиться. Ого, тут запруда. Вполне не исключено, что даже для моих сапог она будет уже непреодолимой преградой. А тут вот рудоспуск с достаточно приличной высоты. Так, ну что же, попробую пройти. Естественно, к середине вода становится глубже, а по краям... Опа! Шагнул прям почти по края сапог. Но проходимо. Опять тут такой небольшой бассейн. И очень свежий воздух в этой штольне. Особенно после того момента, где я прошел рудоспуск. Так, и похоже, что мы все-таки пришли, уперлись в завал. А нет, тут штолинка поворачивает и уходит направо. И при этом, мне кажется, она становится немножко уже. И еще рудоспуск. Там где-то впереди хорошо течет вода. Так, а вот здесь, похоже, я вышел уже в ту штольню, в которой мы уперлись в завал. Ну да. И вот он, водоотлив. То есть там просто завал преграждал путь, а на самом деле она шла дальше до завала, до того, как произошел этот обвал. И здесь интересно, вот этот участок штрека, он в 2 раза шире, то есть он как бы здесь соединяются две этих штольни, и похоже, что все-таки, опа, скользко, похоже, что все-таки я дошел до конца этих выработок. Похоже, что там я упрусь в тупик, но вода откуда-то течет. Если она течет сверху, это одно. Если она течет из-за завала, да, там штольня продолжается. После этого обвала там штольня продолжается. Что логично, она хорошо затоплена. Так что мне в любом случае придется возвращаться.
Интересно, что шахта Приньяс была частью амбициозного плана Энвера Ходжи по достижению полной автаркии, экономической независимости Албании. После разрыва отношений с СССР в 1961 и позже с Китаем в 1978 страна оказалась в изоляции. Им нужно было развивать собственную сырьевую базу. Технологии добычи были примитивными и опасными, но человеческий ресурс в Албании тех лет не имел значения. За каждой тонной руды, прошедшей через эти штреки, стоят судьбы тысяч албанцев. Часто в работе на рудниках использовали бесплатный для государства труд заключенных. Подробнее об этом периоде албанской истории я рассказал в предыдущем видео, и ссылку на него оставлю в описании. Обратную дорогу я не снимал, поскольку все, собственно, то же самое. Но теперь пришло время выбрасываться из этой шахты, из этого рудника. Так, теперь моя очередь выбираться. Главное, чтобы это хрень не трясло. Шахта была лишь частью цепи. Горно-обогатительный комбинат перерабатывал тонны породы перед отправкой на металлургический комбинат в Эльбасане. А это уже руины местного ГОКа, которые тоже являются своего рода достопримечательностью, я бы даже сказал, арт-объектом. И сейчас вы поймете почему. Посмотрите на две эти башни, разрисованные бесчисленным количеством божьих коровок. История этих башен достаточно интересная, точнее история рисунков, которые на них появились в начале 2000-х годов. Один из местных энтузиастов, как говорят, используя то ли строительные леса, то ли строительную люльку, забирался поочередно на стены каждой из этих башен и разрисовал бесчисленным количеством божьих коровок. После чего эти башни стали местной достопримечательностью, местным арт-объектом. А по рассказам этот товарищ сейчас уже спустя 20 с небольшим лет на албанском телевидении ведет передачу про албанские же заброшки. Пойдемте смотреть эти башни поближе. И оказывается, я немного ошибся с датировкой этой росписи. Оказывается, это конец уже 2010-х. Вот, собственно, подпись автора Танни 27 августа 2018 года. Но можно предположить, что это либо дата окончания работы, либо дата начала, потому что явно это делалось не за один день и даже, надо предположить, не за одну неделю. Но смотрится достаточно необычно. Мы отправились немного выше комплекса ГОКа в гору и по дороге обнаружили интересную постройку. Вероятно, когда-то это была градирня, превратившаяся сейчас в живописные руины. Приехали еще на одну площадку, которая находится буквально рядом, но пока совершенно непонятно, относилась ли она к руднику или это уже какой-то военный объект, бывший военный объект. Обратите внимание, портал украшен красивой звездой. Скорее всего, да, это какая-то военка. А там дальше крошечная комната, и этот вход, собственно, этим и заканчивается. Но давайте отправимся в соседний портал. Здесь он абсолютно без обделки. Ну как там? Там жил пещерный албанец. Жил? Да. То есть ты нашел его скелет? Нет, его кострище. Ага. И все. И все. Там
Собственно, вот небольшая выработка без обделки. И вот логово пещерного албанца. Да, скорее всего, это имело какое-то военное назначение. Албания времен Ходжи была одержима обороной. Наличие пустых складов в городе над шахтой – типичная картина. Здесь могли хранить либо боеприпасы для защиты шахты, либо запас продовольствия или амуницию. Совершенно непонятная конструкция. Типа, как ты говоришь, склад для дежурной смены? Либо укрытие личного состава. А, ну вот у него хотя бы задняя стенка есть, понятно. А укрытие для личного состава совсем стрёмное. Ну вот его наполовину уже снимали. Раздербанили. Да. И вот еще один портал, который выглядит уже более цивильно. Но что-то мне подсказывает, что здесь нас тоже ждет тупик. И такое эхо оттуда идет. Это не все объекты, связанные с этим местом. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить рассказ о еще одном необычном объекте, имеющем прямое отношение к этой шахте. А мы тем временем продолжаем углубляться внутрь горы. И маленькая шторинка. Похоже, там уже завал, тупик. Причем бетонный креп, по-моему, да? Но, к сожалению, дальше не пройти. Зачем они ее возводили, тоже непонятно. С какой целью? Из этого туннеля существует проход к тому самому логову пещерного албанца, которое мы видели, пройдя внутрь через другой портал. Красивый кирпичик ажурный. А вот это, оказывается, как подсказал товарищ, албанские ОЗК. Но совсем они не внушают доверия. Если наши-то рвутся на хороших камнях, то как это должно выдерживать? Албания – это настоящий клондайк заброшенных мест. От бесчисленных бункеров до забытых промышленных гигантов. Я специально подобрал все выпуски об албанских объектах в один плейлист, ссылка на который сейчас будет на экране. Переходите и смотрите еще больше удивительных заброшенных мест из этой небольшой балканской страны.